Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, январь 2024 года. Давайте узнаем подсказки карт. Будем реалистами. Любой прогноз о личной истории, увы, не расскажет. И я так надеюсь, все же мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки через образы карт вы определенно получите. Может, свою ситуацию какую-то просчитаете на пару шагов вперед. И 2 января у нас выход из ретро-движения Меркурия. И если для кого-то из вас часть вопросов во второй половине декабря словно заморозилась, стала на паузу, или планировали поездку, не получилось совершить, или какой-то документ вы не получили, вот здесь зеленый свет приходит, как будто в движение все те наши планы, проекты, то, что вы уже запустили или планировали совершить. Но, наверное, самое главное событие: 21 числа Плутон входит в ваш знак, мои дорогие Водолеи. И это ваш инновационный знак. Это, знаете, будем отстраивать мы все, не только вы. На весь зодиак, на весь человеческий род влияет это событие планетарное. Это больше индивидуализма, больше свободы, больше самовыражения, больше самодостаточности. Это когда мы свою мечту можем воплотить в жизнь. И, может быть, совсем не теми методами. И вот здесь вот эти иррациональности или какие-то аналоговые ситуации могут как раз проигрываться для всех нас. Вообще, сама по себе наверное, планетарное вот это воздействие, сама обстановка, она будет способствовать уже в январе, чтобы мы прочувствовали вот момент перехода или начала эры Водолея. Это правда. И в январе уже все мы увидим, что что-то как порядок, структура меняется. Это не произойдет быстро, потому что Плутон планета медленная, поэтому потребуется тоже какое-то время. И если 21 января Плутон входит в ваш знак, он там пробудет до сентября. В сентябре он еще сделает небольшой реверанс в Козерог, вернется ненадолго, и в ноябре окончательно уже перейдет снова в ваш знак. В течение года вот этот система, порядок, какие-то тенденции мы будем узнавать. Основные, может быть, как сама структура, которая будет создана, это уже с переходом на 25 год. Ну, давайте у нас пока январь, мы посмотрим для вашего знака, мои дорогие Водолеи. Первую карту я хочу достать с таким вопросом. Какая сфера жизни в январе для вас активно проиграется? Чему придется уделять внимание? И что важно знать по этому поводу? Сюрпризы января для вас, Водолеи. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Что скрыто? Достанем такую карту. Что может помешать? А что будет вам помогать? Что будет радовать? По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Посмотрим энергетику. Энергия денег. И для вас личная жизнь. Какая же сфера жизни наиболее проиграется? Ну, скорее, дела, работа, бизнес, финансы, безусловно. Рыцарь Пентаклей едет медленно. Может быть, какая-то прежняя ситуация, которая получит развитие как-то по-другому. Вообще, по этой карте марафонский забег, это в целом захочется, как вот энергия, да, стабильности на долгий период времени. Вот те самые лет на 20. И по этой карте уделяем внимание как надежным предложениям, может быть, надежным организациям, надежным людям. Вот где-то вот эту стратегию, которую вы закладываете: дела, работа, бизнес, деньги, нужно просчитывать с учетом длительного периода. Как будто для вас будет важно не то, что мимолетно, а то, что имеет какой-то жизненно важный смысл. То, что не растворится завтра. Сегодня было, знаете, как фейерверк, а завтра как дым, и нет ничего. Вот, видимо, что бы вы ни делали, может быть, общаясь с людьми, или меняя свой круг общения, или намечая что-то себе по творчеству, по ремеслу, по вашей работе, это карта прогресса. У вас, мои дорогие, прогресс на повестке дня, вот на долгий период времени. Что важно знать по этому поводу?
не терять какой-то правды, не увлечься каким-то импульсом. Больше хладнокровия вам будет, в принципе, помогать. Правильно с чем-то, ну, как и не просчитаться, так и свои приоритеты расставить. Вот это будет, в принципе, как важно знать. Меньше эмоций, как ни крути. Вот есть деньги, а есть какой-то рационализм. Вот это две, наверное, составляющие, как ни странно, мои дорогие водолеи, хотя вы люди духовные. И часто вот какая-то идея, это, ну, как основа, наверное, ваших действий. И тем не менее нас возвращают где-то на земную жизнь, говоря, что да, идея, ни одна карта нам про идею не сказала. Хотя отчасти по пажу мечей такое может быть. Но, опять же, та же идея, она должна согласовываться с какой-то реальностью, уже с правдой, как будто на данный момент времени. Вот это будет важно. Для кого-то из вас может быть как вопросы обучения. Я хочу освоить новую специальность, я хочу пройти, ну, может быть, тот курс, который далек от моего вида занятия или рода деятельности, и я хочу словно начать что-то с нуля. Как и изучать, так и самореализоваться в новом деле и с таким далеким успехом на будущее. Вот есть, правда, видимо, какое-то ваше решение, и вам захочется осуществить. Давайте мы посмотрим. Вот, видимо, будете продумывать, просчитывать. И каковы же сюрпризы? Ух ты, приготовьтесь, мои дорогие, правда интересно. Карта Колесница. Это карта в этой колоде успеха, удачи, прогресса тоже. О чем она говорит? Не оглядывайся назад и встречай все то новое, что приходит на твой порог. Самое главное, возможности, помните, к нам приходят совсем не так, как мы их себе где-то навоображали или думаем. И порой это совершенно что-то кажется нелепым, кривым или малозначительным, а по факту развивается в очень что-то надежное. Или наоборот, то, что нам подано как какой-то вау-проект, в последующем, ну, тоже растворяется, и вот вы не должны с чем-то прочитаться. Поэтому, чем больше или с большими вариантами вы взаимодействуете, тем вам больше возможностей предоставится. У кого-то как сюрприз все-таки мы смотрим, да, это, конечно, карта перемен самих по себе. Смена вашего автомобиля тоже такое может проиграться, но это старший аркан, и все же больше влияют обстоятельства извне на вашу жизнь. Ну, наверное, как по Плутону. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Вау. Ну, не случайно, правда, Плутон в вашем знаке зодиака, мои дорогие. Карта мага. Вам все под силу. Вы знаете, почему вам, видимо, вот теперь понятно. Идея, конечно, это очень важна, но ее нужно соотнести с какой-то реальностью. Чем и занимается, собственно, маг. У него все стихии в руках. Он как захочет, так он и повернет. Хотите самореализации? Она у вас получится. Захотите переезд осуществить? Пожалуйста. Захотите духовных практик или изучать то, что прежде было словно скрыто за кулисами, что-то из мира иррационального. Вы новаторы, мои дорогие, у вас получится. Тут какой-то квантовый скачок получится, если вы захотите. Но если вы будете просто ждать, то тогда судьба, где-то вы отдаете словно свою жизнь в руки случая. И как он повернется, тогда не обессудьте. У вас очень серьезные арканы, и вы это можете прочувствовать уже в январе. Но возможности велики, словно пространство вас меняет, ваши энергии меняет в сторону мага. Вы знаете, это большая ответственность. Маг, конечно, великий манипулятор, но в первую очередь это холодная карта, никаких эмоций. Вот вам нужно научиться быть магом. Мне нечего добавить, правда. Что скрыто? Тяжело будет. Никто ничего от вас не скрывает. Отчасти, кстати, может карта подсказывать. Не пытайся все задачи решить, взвалить на себя. Всем помочь, например. Или если ты на сегодняшний день, может быть, на начало января, вы нагрузили себя какими-то обязанностями. Или вот есть разрозненная деятельность, когда и тому хочу помочь, и этому, и тут успеть, и там еще. А так не получится. Маг – это концентрация на конкретной теме, идеи. И когда мы упорно вот так методично идем вперед,
изучаем при этом, это потому что неизбежно, мы все время учимся, и пробуем разные методы. И вот нет времени тратить его на что-то малозначительное. Говорят по этой карте, делегируй то, что может сделать кто-то другой. Или в какую-то многозадачность не впрягайся. Иначе ты для себя что-то можешь упустить. Уставшие люди делают ошибки. Помимо всего прочего, есть усталость, потому что переключиться на ход событий этого месяца и вот на такие энергии, когда прямо сразу, с января, водолеи должны быть вот как маги и волшебники. Это тоже потребует от вас каких-то определенных жизненных сил, может быть, эмоционального равновесия. Ведь эмоциональная такая усталость, она едва ли не тяжелее, чем физическая. Поэтому, в принципе, знаете, гармоничное состояние души и баланс между трудом и отдыхом – это задача номер раз. Что может помешать? Но если мы начнем что-то доказывать, второй иллюминатов очень хорошо, мне нравится, как называется эта карта «Бунтарь без причины». Мы сами как не должны быть. Вы, мои дорогие водолеи, бунтари без причины. То есть, если даже ваша позиция правильная, или вы хотите что-то осуществить, не время, вот как этому магу, вообще что-то объяснять людям, может быть, да, ну, объяснять, когда это необходимо, понятно, но в плане, когда настаивать, что вот вы, к примеру, вот ваш взгляд на вещи, он точно на 1000% прав. Люди могут все равно этого не воспринять. Вы где-то допускаете тот момент, что правда вы новаторы, и ваша мысль, она может работать не так, как у всех остальных людей. И сколько хоть 1000 раз объясняй, вас могут не понять, стоит ли тратить время. Вот об этом где-то карта. Мы не должны, вы, мои дорогие водолеи, просчитаться, если предлагают какой-то сомнительный проект. В сомнительных сделках или с мутными людьми тоже как будто вам в ту сторону не надо. Это все будет мешать, дезорганизовывать. И единственное, что будет помогать, все то, что я сказала по пажу мечей, когда есть какая-то правда, если, и мы ее ищем, и мы находим. Может быть, подано будет что-то одно, а по факту будет другое, и вам с этим придется разобраться. И все же рационализм, конкретика, хладнокровие это больше помогает. А мешает вот как раз импульс или ваш личный вот этот самый импульс, или тот импульс, который приходит с человеком извне, и, к примеру, вы на что-то себя дадите уговорить и будете участвовать в том, чем не надо. Ну или подобная другая ситуация. Что будет помогать? Еще один рыцарь. Жезлов уже. Когда, знаете, именно на нужное, как будто предложение нужно откликнуться. И быстро, когда проанализировать, что это есть на самом деле, собрать нужную информацию и, может быть, собраться и поехать куда-то, когда вас ничто не заставит врасплох, когда вы готовы к любому повороту событий, и даже если события, ну, как-то складываются, и просчитать их невозможно наперед, как будто у нас хватает терпения и выдержки что-то, может быть, и продолжить, пока мы разберемся, расставим какие-то приоритеты. Мы готовы как будто даже к тому, это помогает, когда к нам кто-то приезжает. Вообще это динамика, это драйв, мои дорогие, и скорость. Вот, видимо, такие повороты судьбы могут быть. Это со знаком плюс. Это то, что помогает. Когда интересно жить. Вот самое главное, наверное, по этой карте. И, безусловно, возможности. Но держите как и руку на пульсе, так и правильно оценивайте обстановку вокруг вас. Что говорят люди, что вы хотите осуществить. Или, допустим, вы уже сделали несколько шагов, может быть, необходимо где-то остановиться, чтобы быстро проанализировать. И только потом, как идти дальше. У вас все должно быть под контролем, понимаете? Вот это важно. Потому что помимо вашего контроля у вас будут такие события, которые вы не сможете контролировать. Вот здесь и потребуется, может быть, как по магу, где-то манипуляции и выдержка, и хладнокровие. Но побудительный мотив – это когда вы чего-то захотите достичь, новые возможности. Дела, работа, бизнес. Не про дела, не про бизнес, но про хорошее настроение. И, видимо, правда, нам уже сказали, возможности у вас велики, и это, несомненно, будет давать
приток вдохновения в своей жизни что-то изменить. Новое, наверное, как интерес к жизни. Вот такое вы можете прочувствовать. Или своего рода свободу. Вот такое состояние души, оно как будто способствует вашей самореализации. Основные карты, конечно, у нас вверху. Финансы. Понятно, что по отшельнику деньги не тратим. И отшельник идет один. То есть, как будто здесь не столько финансовая составляющая, хотя с этого началось, что финансы должны быть под контролем. В общем-то, об этом рыцарь Пентаклей нам говорит. И умеренность в тратах это тоже подразумевает карта. А отшельник, ему вообще деньги не важны, ему важна идея, правда, его жизненный путь. Если мы уже так на нашу земную жизнь переведем, я не могу сказать, что мы что-то крупное приобретаем. По отшельнику будьте мудры, видимо, как способы заработка, как и куда потратить деньги, или как распорядиться, или просчитать что-то под деньгам, вам нужно согласовать как и с реальностью, так и с вашей идеей, понимаете, ведь это старший аркан. И повторюсь, чем-то не просчитаться, не торопитесь, самое главное, как и в тратах, так и в принятии решений, если вопрос будет как-то пересекаться с финансовой составляющей. Здесь нужно быть магом тоже. Давайте мы посмотрим, что же в личной жизни. По 13-му аркану проходит эта карта трансформации. Я надеюсь, все правильно понимают. Это где-то может быть как ваша определенная, как этап жизненный. Не обязательно на личную жизнь нам говорят про любовь, но что-то в вашей жизни заканчивается, завершается или уже завершилось. 13-й аркан – это вот та трансформация, о которой я часто говорю, приводя пример, зернышко, которое мы садим в землю. И прежде, в первую очередь, у нас словно отмирает твердая оболочка, которая служила преградой и одновременно надежным оплотом, цитаделью. Она как фундамент удерживала вот этот слабый росток. Но приходит время для того, чтобы росток пробился к солнцу, эта оболочка должна быть разрушена. По сути дела, это и есть трансформация по 13-му аркану. Но в последующем, почему эта карта говорит, не делай больше одного шага за раз? Любые решения, не обязательно по личной жизни. Тут в целом нам на вашу жизнь говорят, потому что и по карте мага где-то это тоже согласовывается. Неспешный ход событий и ваших действий. Потому что как тот росток, прежде чем к солнцу пробьется, он в одиночку проделывает путь среди темной земли. Так и нам, вам, мои дорогие водолеи, словно в период прохождения трансформации придется исследовать новые способы взаимодействия с людьми. Может быть, новые какие-то грани сотрудничества, новые обстоятельства. По сути дела, непознанную землю без карты. Все как будто с нуля. Все как будто заново. Может быть, даже и обстановка, как и прежде. Но значит условия, правила, еще что-то уже в новом качестве. И поэтому неспешность будет вам где-то помогать. Но что-то уже, что не имеет смысла, надо отпустить. И карта колесницы, она ведь тоже об этом говорит. Отпускай все то, что даже если ты удерживал или удерживала в собственной душе, но это уже случилось и произошло. Как будто нет времени на это. Вы сейчас как у вас перезагрузка. И чем быстрее вы переориентируетесь вот на эти две карты, это у нас как сюрпризы и неожиданности. Вот тем быстрее начнет меняться ваше качество жизни, тем быстрее вы что-то сможете для себя, вот, наверное, вот в этот марафонский забег, как заложить на начальную стадию, как базу. Ну, я так надеюсь, что для тех, кто в паре, да, понятно, нам карта не говорит о том, что вообще старший аркан что-то завершается. У кого-то это может говорить, кстати, о том, что правда какие-то отношения завершаются. Особенно, наверное, те, когда, не достигли взаимопонимания, осталось там де юре бумаги только подписать, совершить, да, запись именно гражданского вашего состояния. Для тех, кстати, кто в паре и все хорошо, все равно будут перемены. Значит, вы в своей паре будете мыслить заодно и планировать что-то вдвоем, но не останется какая-то прежняя история.
То есть тоже будут изменения, трансформации. Это неизбежно. Для тех, кто один или одна, самое время подумать, чтобы не быть одному или одной. Хотя на январь, мои дорогие, я не могу сказать с учетом этих двух карт, что тема любовная у вас будет на первом месте. Все же нет, с учетом рыцаря Пентаклей. Но это лишь карты, а жизненная история у каждого все же своя. Давайте я достану совет от карт. Ну вот я сказала, да, у каждого своя. И вот вам десятка кубков. Вот понимаете, эта карта благополучия вот такого в квадрате, в кубе, когда есть все. И тепло домашнего очага. И люди, которые нас понимают, искренне любят, дорожат нами, не пытаются нас переделывать. Так вот, у вас вот такое счастье должно быть, мои дорогие водолеи. И хотя карта мага – это больше, конечно, рационализм, хладнокровие, выдержка, это взаимодействие бесконечное, то здесь вот выпадают вам кубки. Мы люди, и для нас очень важно, когда рядом с нами человек добрый, надежный и который может за нас порадоваться. Поэтому личной жизни нужно уделить внимание. И даже если была какая-то прежде грустная история, она уже завершается или завершилась. Нет смысла пребывать мыслями или сохранять ее в душе в виде этих самых остро болезненных переживаний. Переведите в ситуацию, переведите это в опыт и идите дальше. Счастье, перемены, новое качество жизни зовут вас, мои дорогие водолеи. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.